Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с Костем Бондаренко. Он на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Константин Петрович, очень насыщенный у нас сегодняшний эфир, потому что мы обсудим ситуацию на Ближнем Востоке, как повлияла она на Украину. Конечно же, мы сегодня поговорим о Зеленском и его голодном пайке, потому что все прекрасно понимают, что вот это, у нас, конечно, не говорят так, да, среди украинской медиасферы, но это провал его последние визиты, причем провал, сопряженный с жуткими трагедиями и фронтом, который продолжает двигаться. Конечно, мы обсудим скандальные истории с агентами СБУ, коих оказалось предостаточно, совершенно казалось бы, вроде бы непривычной среде. О гражданстве поговорим украинском, у кого его заберут. Ну и, конечно, немножко моральный аспект подчеркнем произошедшего в последние дни. Друзья, прежде чем начать, я скажу буквально два слова. Обязательно, да, вот подпишитесь, если не подписаны, потому что половина смотрит без подписки. Поставьте лайк этому видео, это очень помогает, несмотря на то, что там поблокировали каналы, мы все равно вместе, и давайте держаться вместе и дальше. QR-код на экране, который видите возле меня, возможность задать вопрос непосредственно, никого не дожидаясь, на экране его все увидят. Также с вашим вопросом в сообществе YouTube принимается заблаговременно под нашим анонсом. Там люди привыкли, уже пишут, обращаются к Константину Петровичу, и мы обязательно все обсудим. Клуб зрителей, закрытый клуб зрителей «Шелест» тоже в той же когорте, и чат трансляции. Ну и, конечно, подпишитесь на Костя Бондаренко, на его YouTube-канал и Telegram-канал, особенно ссылка в описании. По поводу чата трансляции сегодня вот такой опрос. Множественное гражданство, которое сегодня проголосовано в парламенте, это... дайте свою оценку, выберите какой-то вариант ответа. Если нет, напишите в комментариях, что думаете. Хорошее, нужное решение, давно пора. Способ изгнания неугодных, способ легализации награбленного, или там короткий вариант, чтобы сильно не заморачиваться, профанация. То есть, работать не будет, это такая профанация, вот такая ширма. Давайте начнем с этого вопроса, чтобы люди, так сказать, доголосовали до конца нашего эфира, потом подведем итоги. Слушайте, а что это за правда история? Вы знаете, вот вы назвали 4 варианта, но они не противоречат друг другу. Это 4 в одном фактически. Вот. Нет, на самом деле я неоднократно говорил, причем я очень хорошо помню, как в 2017 году впервые, вот во время пресс-конференции я сказал о том, что множественное гражданство будет введено в Украине в ближайшее десятилетие, станет нормой. Вот. И потом уже перед самой войной, в самом начале войны, Кулеба неоднократно говорил о множественном гражданстве. Мир идет к этому. Глобализация, она, в принципе, подталкивает к тому, что единственное гражданство становится рудиментом. Вот. Постепенно мир именно отходит от моногражданства, если это так можно назвать. Но касательно Украины. Извините, пожалуйста, но еще в 2007 году один мой приятель сказал такую фразу, сейчас он занимает важный дипломатический пост, вот он сказал фразу, говорит: в Украине принадлежность к элите определяется наличием второго гражданства, либо же, в крайнем случае, вида на жительство в иностранном государстве. И в данной ситуации это фактически легализация, происходит легализация того, что и так, в принципе, было нормой для небожителей, для тех, кто фактически представляли так называемую украинскую элиту. Ни для кого не секрет, что у того же Зеленского и у Ермака существует, например, подданство Великобритании. Не секрет это. Да ладно. Ни для кого не для... давайте не будем это самое удивляться. Ладно, Ермак, бог с ним. Он вообще в государственной машине, да, он вообще Да, я понимаю. Но глава государства, гарант Конституции, гражданин другого государства. Мы что, Молдова, что ли?
Не, ну у нас граждане другого государства занимали, даже не имея украинского гражданства, им оформляли потом, вот, постфактум, занимали министерские должности. У нас очень многие граждане оказываются даже на должностях в силовых структурах, оказывается, являются гражданами других государств, вот, и так далее, и так далее. То есть на самом деле это у нас было фактически, ну, я бы не сказал, что нормой, вот, в одном из сопредельных государств с Украиной женщина-президент тоже является гражданкой другого государства. Это тоже ни для кого не является каким-то открытием. Вот я имею в виду Майю Санду, которая кроме гражданства Молдовы имеет еще гражданство Румынии и так далее. То есть, ну, реально это уже как бы стало определенной нормой. Вот. Да, нонсенс, но он стал нормой. Вот. Так что, вот. И сейчас его попросту легализовали. Ну, смотрите, я как бы не столь оптимистично на это смотрю, а уж если мы зацепились за Нет, эту я не тему. оптимистично. Я не Нет, оптимистично. погодите, Я просто говорю, это я говорю, единственный да, закон, который там да. рискует полноценно набрать свою полновесную силу, который лишает и имеет возможность лишать гражданства гражданина, человека, гражданина Украины за то, что он, этот гражданин, противоречит или действует вопреки, не, там, ладно, закон нарушает там, по каким-то госизменам, противоречит интересам Украины, Константин Петрович. Я говорю о том, что это нонсенс. В принципе, если вдуматься, кажется, что нонсенс, потому что это противоречит, в принципе, самому понятию государства, гражданина, его обязанностей перед государством, обязанностей самого государства перед гражданином. То есть, вот, это нонсенс. Но он стал нормой не только для Украины, но для целого ряда государств. Ну вы же Он понимаете, стал, как это будет работать в Украине? Как да, санкции. да, именно, выборочно. Завтра скажут, вот этот человек не в интересах Да, Украины чем-то конечно, занимается, все, конечно, паспорт да. забрали. Я знаю ситуацию, сейчас рассматривается вопрос против одного из граждан Украины, у которого моногражданство, нет у него другого гражданства, но при этом его тоже сейчас вот рассматривается вопрос о лишении его гражданства. Так что это никого не останавливает уже. Это уже никого не останавливает. Да, в общем, друзья, голосуйте, пожалуйста, очень интересно ваше мнение. Вроде как тема такая дискуссионная, и правда, она такая на распутье, да, где-то чуть-чуть философии, где-то чуть-чуть политической культуры, где-то вообще, в принципе, закона. Но, тем не менее, очень интересно ваше мнение, в конце подведем итоги. Начнем наш разговор основной с Трампа, который говорит, я охотник. Охотник теперь. Измученный охотник, он выбился из сил, да, и в доме лесника он ночлега попросил. Ну, там не так по тексту, я так немножко переиначил. В общем, Трамп подтверждает ультиматум Ирану, и, собственно, кажется, что дело за малым, да, вот, чтобы США вступили в войну против Ирана. Параллельно с этим, правда, видится, что, ну, есть определенные признаки, что это такое глобальное шоу. Шоу последней надежды. Там, не знаю, помните, был такой проект «Последний герой». Вот Да. где-то вот так это, на грани, на острие ножа. Вот сейчас. И вот сейчас заиграют фанфары, там разверзнутся небеса, и там, да, вот, придет какое-то решение. Это не просто так, скажем так, такое ощущение, потому что сообщали о каких-то перемещениях самолетов в Оман для переговоров, вроде как с иранской стороны. Параллельно, конечно, идут бомбардировки, и параллельно с этим Гросси из МАГАТЭ вышел, говорит, да нет никакого ядерного оружия, мы вообще не в курсе. У нас... Американская разведка говорит, что не было никакого ядерного оружия. Тулси Габбард говорит, слушайте, да это все, ну... Да. Но Трамп стоит на своем. Чего ждать от этой ситуации и насколько все может далеко зайти? Или все-таки мы имеем дело с очень ярким, мировым, циничным, но шоу? Понимаете ли, это очень опасное шоу. Да, элемент шоу существует, присутствует. Да, мир
якобы балансирует на грани новой войны, нагнетается ситуация, Третья мировая, ядерные удары возможны, есть ядерное оружие у Ирана, нету, сколько ядерных боеголовок у Израиля тоже непонятно, задействованы не будут или не будут задействованы, вступят ли Соединенные Штаты в войну, все это очень много вопросов. Дело в том, что для Трампа, для его команды, это якобы элемент шоу. Но дело в том, что не только Трамп является главным игроком, одним из главных игроков. У Израиля своя игра. И эта игра далеко не игра в пользу Трампа. У Нетаньяху существует своя игра, которая направлена на укрепление партии войны, его лично во власти. И в этом он очень похож на Зеленского. Нетаньяху в этом отношении, они играют с Зеленским фактически чуть ли не одинаковые партии. Вот. И ему как раз останавливать войну не с руки. Не для того он ее начинал. Иран не собирается капитулировать. Иран собирается демонстрировать всю мощь, а мощь у него не только ракетная, не только военная, и не столько военная, сколько мощь, это контроль над проливами, вот, и, соответственно, контроль над танкерным флотом, крупнейшим в мире танкерным флотом, а также Иран, любые катаклизмы с участием Ирана, это взвинчивание цен на нефть, причем до астрономического уровня. Война в Иране втягивает фактически весь Ближний Восток в большую войну. Это тоже, кстати, является очень серьезной угрозой. Война в Иране – это и выход Ирана из активной торговли нефтью, это удар по Китаю. Китай является основным покупателем, а Иран является основным поставщиком нефти в Китай. И так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много государств, которые могут быть втянуты потенциально в войну. Но самое главное, знаете, сегодня есть такой не совсем политкорректный анекдот, как раз прочитал, не совсем политкорректный анекдот. Вот, в феврале 2022 года Путин вылечил мир от коронавируса. Вот. В июне 2025 года вот, Трамп вылечил мир от украинской тематики. Украинская тематика исчезла с первых полос газет. Вы обратите внимание, в связи с событиями в Иране, вот, как изменилось отношение к Украине. Она исчезла просто. Позавчера, точнее вчера ночью, ужасающая бомбардировка Киева, там большое количество жертв, 28 убитых, прилет в жилой дом и так далее. Если бы это было год назад или 2 года назад, вот неделю бы не сходило это бы со всех телеканалов, газет и так далее. Посмотрите, молчание. Фактически молчание в мировых СМИ. Вот. Зеленский приезжает на Большую Сибирку. Раньше, когда он приезжал, его встречали аплодисментами. Вот приехал герой, новый Че Гевара, новый Черчилль и так далее. Приехал, его никто не встречает, как просто так никакого интереса нет. Он досрочно покинул, даже Трамп не захотел с ним встретиться, и так далее. То есть украинская тематика начинает сходить с повестки. И Зеленский это очень серьезно прочувствовал уже. Поэтому сейчас, возможно, Трамп и думает, что эта тема может быть шоу для него, он может как бы организовать в Омане переговоры, стороны встретились, он там сажает представителей Ирана, представителей Израиля, говорит заклинание «мирись, мирись и больше не дерись», они пожимают друг другу руки, обещают больше не обстреливать друг друга, Трамп приезжает как миротворец, получает Нобелевскую премию осенью, и так далее. Но поскольку существует огромное количество акторов и огромное количество заинтересованных лиц в том, чтобы не заканчивался этот процесс, чтобы этот процесс шел по нарастающей, то я думаю, что это может выйти из-под контроля. Этот процесс. Очень опасные игры. Нет, игры, безусловно, опасные. Однако,
Понятно, что Украина исчезла. Так, а что простите, пожалуйста, с этой войной? Какие перспективы ее разрешения? Потому что вовсю уже говорят, несмотря на то, что МАГАТЭ и разведка США ничего не увидела официально, ну, там осталось прикрутить один детонатор, пишет Wall Street Journal, и ядерная бомба готова у Ирана. Конечно, это преувеличение, абсолютное преувеличение, это страшилки, что один детонатор и так далее. Вот. Понятное дело, что и сам Иран дает повод так считать, потому что запускают вот эти рекламные ролики, где рука поглаживает якобы ядерную боеголовку так, как бы намекают, что может быть. Вот. Но мы помним очень хорошо, как нас убеждали, как убеждал Колин Пауэлл, помните такого человека и прочие там деятели, убеждали в том, что у Ирака существует химическое оружие и бактериологическое оружие, особенно бактериологическое. Потом его не нашли. Нас убеждали когда-то, что есть украинская система Кольчуга в Ираке. Вот, потом их тоже не нашли. Знаете, очень легко в эпоху постправды, очень легко запустить определенную фейковую информацию, потому что потом действует принцип «победителей не судят». Ну, так надо победить, подождите. Да, это я понимаю. Так просто те, кто это запускает, они себя сразу же автоматически, априори считают будущими победителями. Но вопрос в том, что более умные головы им говорят: скажите, а вы точно уверены, что эта война продлится там 2-3 дня или там 2-3 недели? Вы точно уверены, что это не будет затяжной конфликт, который затянется на годы и будет как огромная воронка всасывать средства и требовать дополнительных средств, дополнительных финансовых поступлений и военных? Уже есть пример Украины. Этот пример как раз сейчас останавливает многих. Потому что очевидно, что Украина показала, что якобы война, которая считалась, что это такая недолгая война, как Россия думала, что это они пройдут победным маршем сразу же там за короткое время возьмут Киев и прочее и заставят капитулировать, так и Запад считал, что да, мы сейчас Россию тут разобьем и там за несколько месяцев покажем, что Россия это такой себе колосс на глиняных ногах. Ни то не сработало. В результате все втянулись в войну, все участники, и нет и конца и края сейчас не видно. Точно та же ситуация, но в абсолютно других размерах, с абсолютно другим количеством участников, на абсолютно другой площади может начаться на Ближнем Востоке. Украинская война – это локальный конфликт, небольшой по своему характеру, с точки зрения военных конфликтов. Небольшая война, которая уже забрала и огромное количество жертв, и огромное количество ресурсов, и огромное количество техники. А если представить себе, что сейчас полыхнет весь Ближний Восток? Важный аспект, я считаю, это нужно упомянуть. Так а что не сложилось как-то с посредничеством Москвы? А пока что еще не Трамп, сложилось. говорит, созванивался с Путиным, говорит, разберитесь с Украиной сначала. Ну, как я бы думаю, отшил, что, получается. учитывая специфику выступлений Трампа, он может и для красного словца сказать, тем более, что, насколько известно, только со слов Трампа можно говорить о том, что был этот разговор. Российская сторона его не подтверждает, да и американская до сегодняшнего дня не подтверждала, что был подобного рода разговор. Трамп достаточно вольно обходится с цифрами, с событиями, с трактовкой тех или иных слов. Для него это, он так видит, он художник, он так видит, скажем так. Это не обязательно, что этот разговор действительно состоялся, не обязательно, что Путин и Трамп именно эти слова говорили, что именно так все было построено. Это его интерпретация в данной ситуации. Но вопрос состоит не в том, что там не состоялось посредничество. Вопрос в том, что в шоу, которое сегодня выстраивает Трамп, не предвидится посредничество как таковое. Посредником и человеком, который должен пожать лавры, должен быть сам Трамп.
который должен выйти в последнем акте, весь в белом, вот, и, соответственно, вот именно ему должны преподнести там лавры победителя, вот, пальмовую ветвь, вот, и прочее. А когда, простите, День Победы над хуситами? Ну, я думаю, что День Победы над хуситами, он универсальный. Это вот как День Победы в Соединенных Штатах во Второй мировой войне, вот, 8 мая, да, вот, я думаю, что он же является Днем Победы над хуситами, он же является Днем Победы над Кореей, он является Днем Победы над Вьетнамом и над всеми другими. Нет, ну Трамп же победил хуситов, об этом объявил официально. Правда, хуситы не в курсе, ну, по Да. большому счету. Особенно Хотя День Победы над Афганистаном. а афганцы тоже, Да, у них там по-своему. А, да. Если, вот смотрите, тут же просто какая история. Понятно, там просыпалась оппозиция иранская. Там наследный принц выступает, говорит, свергайте власть. Мы видим, что, ну, как бы, режимы бьются не на жизнь, а на смерть. Ну, вот, откровенно говоря. А, К народам там вообще по-другому относятся. Вот. Украинская же война, она вот этим отличается, что как бы режимы, сказать, что шибко друг друга пытаются сломить, м-м. Но народ в эту мясорубку бросают и бросают. И вот это вот фундаментальное отличие, как бы оно разбивает все другие параллели от того, там, как Израиль воюет с Ираном и, собственно, что происходит непосредственно в России и Украине. Там сегодня сообщили, что какой-то заммэра, то ли Бердянска, то ли, да, в общем, на оккупированной территории, неподконтрольной Киеву территории, ну, выяснилось, что он не совсем заммэра, да, где-то там что-то принимал участие, но, в общем, ликвидация произошла с украинской стороной. Но ведь нет задачи уничтожать, ну, вот так, как, например, Израиль себе позволяет с КСИР, с министрами, с там, любыми другими, так сказать, Это представителями Израиль, да. власти. Знаете, это израильская тема. Израиль так, в принципе, действует с 1972 года, вот, по большому счету, а то и раньше. Но в целом все понимают, что, вот, например, израильские спецслужбы, они используют определенные акции индивидуального террора против тех, кого они считают врагами государства, иногда работая на упреждение. Вот. И многие уже перестали удивляться. То есть все то, что во всем мире считается табу, вот, для Израиля, ну, считают, ну, мы понимаем, живет во вражеском окружении, поэтому вот вынуждены таким образом действовать. Но, скажем, эта легенда, этот тезис, он, в принципе, уже устоялся, и его достаточно активно используют. Все то, что остальному цивилизованному миру запрещено, Израилю разрешено. Вот. Вот, уничтожать тех же людей, которых они считают врагами. Вот, они считают врагами априори, без доказательств, без каких-либо, без какого-либо там, обоснования этого. Что касается вообще самой постановки вопроса, вот нашли сейчас некого гражданина Пехлеви, вот, гражданина Соединенных Штатов. Он в одно прекрасное утро просыпается и понимает, вот, или ему подсказывают, что, оказывается, не просто там обыватель в Соединенных Штатах, но он является еще и наследным принцем. Он уже и забыл о том, что он наследный принц. Тут ему говорят, нет, ты же понимаешь, твои же там предки, они же правили Ираном и так далее. Так Зов крови, да. И его начинают готовить именно как определенную альтернативу. Сказать, что в Иране, а я немножко интересовался Ираном, иранской политикой, у меня очень много друзей в Иране, очень много людей, которые среди журналистов, среди там бывших политиков, вот, и они, ну, не дадут соврать, что в Иране вообще шахская тема реставрации монархии и так далее, она далеко не популярна. Вот. Да, там есть своя оппозиция, там есть свои оппозиционные течения, там есть своя драматургия, но она далека от монархической идеи.
реставрации шаха. Вот пытаются сейчас как бы привести в обозе там, определенного человека, потому что у него когда-то там до 79 года его предки правили Ираном. Но я так подумал себе, вот, в Австрии живет бизнесмен Грегори Разумовский. Вот, он потомок вот именно этой линии Разумовских, вот от Кирилла Разумовского. Я думаю, что если станет вопрос очень скоро о замене, о необходимости там, поиска нового главы государства украинского, я думаю, вполне возможно привести уважаемого Грегори Разумовского в Украину и попросить, потому что все-таки его предок там в 18 веке правил, имел булаву. Как вам кажется, после вот такого умопомрачительного фиаско, что должен и будет и нужно делать Зеленскому? Вы упомянули об серьезном обстреле Киева. Ясное дело, что знали об этом обстреле. Поэтому состряпали визит в Австрию, который в политическом смысле, мы-то с вами можем об этом говорить, да, то есть... Не скажите. Зеленский привез с собой список лиц, которых он требует, чтобы их депортировали, чтобы австрийское правительство депортировало их в Украину. Сегодня я узнал о том, что я тоже в этом списке. Серьезно? Вот, да. То есть, там есть значительно более интересные люди. С меня-то что поимеют? У меня-то как бы таких счетов, скажем, которые бы могли бы удовлетворить аппетиты нынешней украинской власти, нет. Я к олигархам не принадлежу, чиновником никогда не был и прочее. Вот меня из-за книги «Джокер», из-за того, что я написал биографию Зеленского, вот Зеленский никак не может успокоиться. Погодите, стойте. Я еще раз, извините, я прерываю. Да. Я просто уточняю, это важно. То есть это реальный физический список, который просит Зеленский людей, чтобы Австрия, как государство, пришли с полицией, миграционкой, посадили в самолет и туда к границе с Польшей. Да. Фактически, вот это Зеленский поднимал этот вопрос. Даже это вошло в итоговое коммюнике. Там не назывались фамилии, но Зеленский поднимал вопрос. На встрече с канцлером, на встрече с федеральным президентом, он поднимал вопрос о том, что тут у вас спрятались украинские олигархи и чиновники, и вообще там разного рода отщепенцы. Просим вашего содействия, не только вашего, а вообще других европейских государств, чтобы всех их, пожалуйста, отдали нашему правосудию. И средства, которые они здесь хранят на счетах, тоже перечислите в Украину, в Фонд Победы. Правда, это, говорят, оскорбило очень серьезно политиков, руководство Австрии, потому что это прямое обвинение в том, что вы прячете наворованное, вы прячете фактически награбленное, и так далее. Поэтому я думаю, что реально эти вопросы, а вопросы, кстати, они не решаются национальными правоохранительными органами. Эти вопросы регулируются общеевропейским законодательством. На самом деле поведение Зеленского было расценено как оскорбительное в целом. Погодите, то есть, вы же, насколько я знаю, я могу ошибаться, и тем более сейчас много всего меняется, но на вас же нет уголовных дел, преследований. Нет, этого никто не знает. Дело в том, что сейчас есть новая практика, о которой мне рассказали, в принципе. Заводится оперативно-розыскное дело. Человеку инкриминируются те или иные статьи. Но чтобы человек, находясь за пределами Украины, не попросил политическое убежище, их фактически эти дела и пидозры не выписываются. Пидозры не выписываются. Но если человек захочет приехать в Украину, он приезжает там, например, на пропускной пункт, там, Шегини, ЧОП, еще куда-то, приезжает. Автоматически ему уже выписывают пидозру, и в Киев он уже едет уже непосредственно, его везут там либо на Скольдов переулок, либо на Лукьяновку, где посчитают нужно. В Киев едет без билета, в общем, понятно. Да, за государственный счет. Нет, просто
Просто смотрите, то есть получается, вы оказались в этом списке ну, только Но, из-за опять же, книжки. да, нет, так, а у меня другого нету, других обвинений быть в принципе не может. С Россией я не сотрудничал на протяжении всей войны, да еще и ранее. С каких-то преступлений там против государства я не совершал и прочее. Но вот именно после того, как вышла моя книга в ноябре прошлого года, у меня начинаются серьезные проблемы с украинскими правоохранительными органами. Что же он такой мстительный? Ой, есть люди такие, знаете, вот именно, которым вот мстили бы и мстили, как герой анекдота. Константин Петрович, но вот по большому счету, а что же делать Зеленскому сейчас? По большому счету, сейчас можно как раз вот, ну, кажется, самое сказать, слушайте, ну все, как бы воевать дальше нечем, Запад и лично Трамп, который отворачивается от Зеленского, от Украины, виноват в том, что мы проигрываем, поэтому мы берем и подписываем, ну, вот эту, или такую, или подобную, как Россия требует, вот эту вот капитуляцию. Тогда весь мир снова встрепенется, переполошится, поднимутся на дыбы, скажут, ничего себе, мы же столько денег ввалили, не подписывая Зеленский. И Украина снова на первых, скажем так, полосах и снова номер один. Вы Есть знаете, же такой если медиа-вариант? вы понимаете, что если на одной чаше весов будет стоять угроза ядерной войны на Ближнем Востоке, и на другой будет стоять вопрос, что там вот Украина выходит из войны или же идет на мирные переговоры, то несложно понять, к какой чаше будет приковано внимание большинства граждан планеты. Ну, то есть Зеленский не будет заканчивать Повторюсь, войну из-за того, что я денег не повторюсь, дают да. и Зеленский помощи. был героем всех хроник, героем всех там, сообщений. До тех пор, покуда эта война подавалась как самый главный военный конфликт на планете. Как только появляется новый военный конфликт, как только появляется новая горячая точка, причем эта горячая точка разрастается на полконтинента или там на треть континента, то, соответственно, тогда возникает вопрос, а что интереснее? Где важнее события происходят? И как-то сразу, если сравнить размеры Ирана и всего Ближнего Востока и Центральной Азии, то территории там Донбасса, Крыма и там Сумской области как-то становятся так, небольшими точками, небольшим кусочком, на которые, в принципе, многие перестают обращать внимание. Дела же скверно складываются, Константин Петрович. Ну вот, исходя из этого обстрела. Сегодня такой момент был. Я обсуждал это в шуме в прямом эфире и тоже обращал на это внимание. Целый день после обстрела фигурировала, ну или вот там крутили вот эту семью, да, которая там потеряла сына, потом сына нашли. Это тоже жуткие кадры, которые облетели Украину, о том, что они там падали на землю, в общем, страдали, потому что жила надежда. Там даже бросили, что да, его нашли, откопали, он жив. Потом сказали, да нет, еще раз там откапывают эти обломки. И потом все-таки подтвердили эту смерть. Но сегодня, ну, вообще установили, кто это. Студент института Драгоманова, физвосп, ну, имеется в виду физическая культура, там, реабилитация, магистрант. 31 год ему, и он в магистратуре учится. Это позволило Марьяне Безуглой написать у себя, что, мол, карма работает. Пытался скрыться от, ну, ухильнутись, уклониться от мобилизации. Вот, как бы погиб от российской ракеты. Слушайте. Ну, это, конечно, дичь лютейшая. И после смерти человека, после такой тем более смерти, тем более, что говорят, что все неоднозначно, как бы там Центр противодействия дезинформации не тужился, но есть соснятый момент, когда ракета ПВО
касается, сбивает с курса ракету Х-101, и потом она прилетает в жилой массив. Ну, то есть понятно, что виноваты русские, потому что они стреляли. Это такой нарратив известный. Да. Такой, знаете, почти как вот это вот, как какая-то секта, прости господи, да, вот брось костыли и иди. Ну, это понятно. Но, тем не менее, винить убитого после обстрела парня за то, что он уклонист, потому что учился на магистратуре, ну, это просто дно пробито. Ну, вы знаете, я неоднократно говорил о том, что высказывания Марьяны Безуглой должны комментировать не политологи, а должны комментировать психиатры. Я это заявляю с абсолютной уверенностью, потому что на самом деле это женщина с абсолютно нарушенной психикой. Вот. Она не является представительницей тех, кого можно отнести к людям, там, у которых нормальная, скажем так, психика. Вот. И поэтому ею должны заниматься именно профильные врачи. Вот. Но у нас же ее сделали иконой стиля, политического стиля. Она у нас все комментирует, она у нас дает разного рода ценные советы, она у нас заседает в Верховной Раде, она у нас, в принципе, там, является чуть ли не пререкаемым авторитетом. Вот. Благодаря действиям Офиса Президента. Офис Президента дал ей фактически карт-бланш на то, чтобы она там выкрикивала разные кликушествующие там моменты, разные там сентенции, которые воспринимаются, тиражируются как некое откровение. Извините, пожалуйста, но буду называть вещи своими именами. Дело в том, что вот мы сталкиваемся с результатом, с прямым результатом вот реформы Супрун, которая попросту выпустила из Фрунзе, там, или как сейчас там называется эта улица, выпустила больных. Но ведь на самом-то деле все ведь в духе времени. Но она больной человек, извините. Нет, подождите, Она все в больной духе человек. времени. Да. Ты уклонист, ты там вот это вот пытаешься не идти в армию. Ну, понимаете, в чем дело? Тут накрывают целые вузы частные за то, что там аспирантуры принимают и деньги берут. Хотя это частный вуз, он, понятное дело, он может брать деньги, ну, по правилам, да. Как хочет, так и может брать. Да? А это тоже притянули за уши, что, мол, аспирантов приняли, они не учатся. Все идет на борьбу с разными схемами, и все идет на отлов, массовый отлов на фронт. Да, именно. И даже я думаю, что даже если завтра отменят военное положение в Украине, вот, все равно по инерции будут действовать ТЦК, все равно будут дальше ловить, потому что на самом деле партии войны, которые находятся сегодня у руля государства Зеленскому, будут нужны именно инструменты, при помощи которых он будет держать население в повиновении. Сегодня действие ТЦК – это не пополнение армии, потому что это сомнительная форма пополнения людей в армейских рядах, сомнительная по эффективности. Это элемент запугивания населения, это элемент нагнетания страха. В первую очередь элемент нагнетания страха. Говорят, после 22 числа возобновятся переговоры. Но мы о них ничего не слышим. Почему? На самом деле, когда заканчивались предыдущие переговоры, вот, тогда еще сказали, что расходимся примерно на месяц, в конце июня и так далее. Дата 22 июня уже неоднократно звучала и с российской стороны, и с американской, украинской. То есть 22 июня. Все говорят вот 22 июня, а дальше, соответственно, делается такая пауза. Вот, условно говоря, вы не все знаете. Вот у нас будет ого, что, мы не можем сказать. Такие завышенные ожидания относительно 22 июня. Интересно, что на саммите НАТО
пишут западные издания, Зеленского ждет примерно такой же по радушию прием, как и на Г7. Да, и Зеленский сейчас думает, стоит ли ему ехать на саммит НАТО, потому что ему не подтверждают ему встречу с Трампом. Вот, его уже предупредили, что он не будет принимать участие в рабочих заседаниях. И точно уже известно, что в итоговом документе не будут упоминания относительно Украины, Грузии и других государств постсоветского пространства. Как вам кажется, война, ну вот что должно произойти, чтобы фронт стабилизировался? Зеленский нам 2 дня назад говорит, что мы остановили в районе Сумщины Ну, наступление, это не остановили. определенного рода там камлания и разного рода там заявления, направленные на то, чтобы создать информационную повестку, информационное поле перед саммитом НАТО. Вот, после саммита НАТО, очевидно, придется признать, что у нас действительно существуют большие проблемы на Сумском направлении, не только на Сумском. За прошлые сутки мы потеряли, если я не ошибаюсь, 2 населенных пункта в Сумской области, 2 населенных пункта в Донецкой области. Так что рано или поздно просто сопоставят карты и скажут, ну что это, какое-то обратное, скажем так, выдавливание. То есть кто это сказал, кажется, Александр Дубинский сказал, да, говорит, мы давим, говорит, продавливаем российские войска, но только в сторону Киева. Вот, сказал как-то. Ну, это все станет очевидным. Есть, конечно, группа людей, группа граждан, которые верят дальше заявлениям Зеленского, которые верят единому марафону, верят заявлениям Генерального штаба, верят там, Центру противодействия коррупции, дезинформации и так далее. Все это они принимают на веру, считая, что да, у нас все хорошо. Вот, но ситуация действительно у нас ужасная. 15-20 километров, пишет Вельт, оккупируется от 15 до 20 украинской территории в день. Они также частично прорывают импровизированную 4-ю линию обороны, которая часто просто колючая проволока. И возникает очень странный вопрос. Так а что с фортификациями, которые так инспектировали и на которые выделяли такие большие деньги? Ой, я не знаю, что с фортификациями. Это должны есть военные инспектора, которые должны, в принципе, дать свое заключение. Журналистам же, мы знаем, запрещено еще с 2022 года посещать зону боевых действий. Такого понятия, как военкоры, которые есть в России, в Украине, попросту не существует. Вот, поэтому, знаете, приходится пользоваться той информацией, которая отрывочно поступает. Да, потому что нам дают либо официальную информацию, либо же до нас доходит некая информация, которую сразу же тот же Центр противодействия дезинформации начинает объявлять российскими нарративами. Поэтому, если сейчас мы начнем говорить о том, что нету никаких фортификаций, нас сразу же обвинят в том, что мы распространяем российские нарративы. Хотя мои знакомые, которые воюют, мои знакомые военные, они подтверждают российские нарративы. Как вам кажется, все-таки вот есть предел, где Россия, ну, как бы плюс-минус остановится, или это уже действительно война Россия на выживание? заявляет определенные условия на том или ином этапе. И если мы вспомним начало 2022 года, то есть Стамбульской договоренности, речь шла о том, что фактически территории, которые там Донецкой, Луганской области, они были предметом договоренности относительно дальнейшего сосуществования с Украиной. Дальше не согласились, сорваны переговоры. Осень, сентябрь 2022 года Россия включает завоеванные, оккупированные территории, включает в состав Российской Федерации. И подчеркиваю, что больше мы не ведем переговоры о том, что эти территории могут вернуться в состав Украины. То есть Конституция Российской Федерации запрещает, в принципе, вести подобного рода переговоры. Все, забыли.
начинают говорить о том, что вот есть линия фронта, и можем говорить только о линии фронта уже. Значит, как о определенной черте, определенной границе. Вот. Тоже не сложились переговоры, не пошла Украина на переговоры, Зеленский запретил вести переговоры. Вот. После этого Россия дальше поднимает ставки и говорит о том, что нет, только в полном объеме. Вот. Донецкая, Запорожская, Херсонская области в их административных границах включаются в состав Российской Федерации. Украина должна передать эти территории. Повысили ставку. Украина говорит, нет, давайте мы все-таки вернемся к тем старым нашим договоренностям. Мы готовы на те старые договоренности. Нет, Россия поднимает ставки. Теперь ситуация заходит в тупик. Россия говорит, мы расширим количество субъектов, которые мы можем расширить, которые войдут в состав Российской Федерации. Вот. Добавим еще. Неофициально пока что, но все-таки звучат такие угрозы. Вот. И, соответственно, в этой ситуации мы понимаем, что любой следующий шаг вот, будет более тяжелым для Украины и будет более тяжело сказываться на переговорном процессе. Вот. Украина не продемонстрировала ни одного успеха в войне после ноября 2022 года. Ноябрь 2022 года, когда российские войска оставили территорию правобережной части Херсонской области, это был последний успех. Дальше были авантюрные разные там вылазки. Курская область, Крынки, прочее. Вот, но не было успеха. Не было успеха. Контрнаступление летом 23 года провальное. Другие там акции тоже провальные. И на этом фоне говорить, что у нас есть какие-то козыри в дипломатической игре, говорить, что мы можем сегодня заставить Россию там, отказаться от тех или иных позиций, вот, ну это нонсенс. Обращение к мировому сообществу, что поддержите нас, надавите на Россию, тоже как-то утонуло в нынешних реалиях. И вот эти события вокруг Израиля и Ирана, они еще больше и больше делают призрачными вот эти надежды, которые еще вчера артикулировали Зеленский и Ермак. Константин Петрович, я хочу, чтобы вы помогли разобраться всем в достаточно таком скандальном сегодняшнем эпизоде по поводу Бигуса, который внезапно оказался, судя по материалам, которые представил Гончаренко, их перепубликовали средства массовой информации, в общем, который оказался, стукачом СБУ, потому что там на запросы, понятное дело, он нигде не числится, он как-то внештатный, но бумаги подписаны о сотрудничестве. То есть все, в принципе, и так понимали, что какие-то там данные в материалах там, этих расследователей, они, понятное дело, слиты спецслужбами. Просто думали, какими. Западными, там, нашими, какими-то британскими, какими-то американскими. В общем, как-то так. Все прекрасно понимали, что это там специально идет отработка через вот такую программу, и все. Но чтобы официально журналист, называющий себя расследователем, сотрудничал с спецслужбой, и это всплыло, это огромнейший скандал. Но как-то, по-моему, и это съедят украинцы. Вы знаете, на самом деле большинство журналистов-расследователей, они в той или иной степени связаны со спецслужбами. Они встречаются, они некоторые там дают подписки и, соответственно, расписки и пользуются там информацией, через них фактически спецслужбы легализуют ту или иную информацию. Вот. Это факт. Некоторые получают деньги, хотя спецслужбы не особо, скажем так, разбрасываются деньгами. Но для большинства из них нужна просто крыша, условно. Крыша, чтобы в условиях некой опасности можно было обратиться, позвонить по определенному номеру и выйти сухим из воды. Потому что работа журналиста-расследователя, она сопряжена с очень серьезными рисками. И поэтому абсолютно даже я не удивился, когда появилась эта информация. Понимаете, это то, что сказал Гончаренко о Бигусе, извините, пожалуйста, но это то же самое, что там, он мог сказать, зимой идет снег. Там, или там летом жаркая погода. Бигус там связан с СБУ и со спецслужбами. Ни для кого это не стало никакой сенсацией.
Вот. Это одна из работ, одно из проявлений симбиоза вот, журналистов-расследователей и спецслужб. Вот. А что другие, те, которые ездят во время войны по Европе и там раскрывают разного рода там, людей, которые там выискивают, зная, где находится тот или иной человек, по какому адресу он проживает, вот, они что, сами нарыли эту информацию? Да, конечно, они ее легализуют просто. Легализуют информацию, которая просто должна в удобоваримой форме вот, лечь в основу якобы расследования. Вот. Но это же абсолютная норма в украинской, современной украинской жизни. Да не только украинской, давайте говорить откровенно. Нет, ну, там даже вышеупомянутая Безуглой, Да. которую сейчас хейтят, гуляет, тоже от руки написанное заявление, что она в 16 году еще, то есть до всех событий с депутатством, до служения народу среди слуг народа, ну, тоже подписывала эти бумаги. Слушайте, а что, правда так вербуют? Надо подписать заявление, что ты завербован? Ну, я не знаю, но, наверное, ну, если там придумывают себе оперативный псевдоним, еще прочее что-то, то, наверное, кто-то еще играет в эти игры. Хотя, честно говоря, я даже не понимаю, зачем это. Вот эта вся устаревшая конспирация, конспирология, конспирация именно так, вот, которая в результате просто потом вызывает улыбки. Вы понимаете, в наших спецслужбах информация так течет, так продается направо-налево. Вот, знаете, когда-то, я думаю, что об этом будут писать исследователи украинской истории. Вот, они, когда будут все архивы уже доступны, но работать с нынешними украинскими спецслужбами крайне опасно по той причине, что информация там не держится. Есть такой рэп-певец Ярмак, не путать с Ермаком. Да. И он заявил, а потом некоторые подхватили. В общем, все говорят о том, что нас ждет кровавая осень. Вообще нужно уезжать в села, подальше от заводов, каких-то объектов. В общем, если есть родные, давайте туда в глубинку, все в глубинку. Одни поддержали подобные призывы, другие, ну, скептически отнеслись. Другой военный, Флэш, который, ну, собственно, специализируется на рэбе, говорит, что дронов будет реально очень много, и Украину просто вынесут этими дронами, этими шахедами, и, в общем, никуда не спрятаться и не скрыться, поэтому, ну, вот поэтому вот так, да, нужно просто принимать как данность. Слушайте, а что это за новая мода описывать украинцам какой-то, ну не знаю, страшный Армагеддон? Или нас правда ждет страшный Армагеддон? На самом деле я бы не пренебрегал подобного рода пророчествами. Вот. Дело в том, что ситуация действительно угрожающая. В случае, если война не закончится, война может перейти в другую стадию, в другую фазу и может стать еще действительно более кровавой. Если она закончится, представьте себе огромное количество людей, которые вернутся после демобилизации к мирной жизни, Люди, многие из них с нарушенной психикой, люди с обостренным чувством справедливости, люди, которые остаются без средств, без работы и всего прочего, и это повышает угрозу криминогенной ситуации, роста криминогенной ситуации, тоже как бы кровавый сценарий в результате. А плюс ко всему запущено огромное количество разного рода сценариев, которые, не дай бог, у нас каким-то образом проявится. Может начаться война всех против всех на любой основе. Вот. Тут Андрей Борисович вот у нас запустил сценарий как раз межконфессионных войн. Вот. И вчера вот пример того, что происходило в Черновцах, вот он показательный, народ уже перестает терпеть, и народ начинает огрызаться, показывать зубы. Это первое. Но религиозные войны всегда были самыми кровавыми, и их труднее всего было прекратить, потому что они иррациональны по своей сути.
Они иррациональны, их очень сложно прекратить, религиозные конфликты. Плюс ко всему, неисчерпанные конфликты на языковой, на прочей там основе, Восток-Запад, война фактически сегодня электризация идет общества, антагонизм внутри общества такой, что, как говорит одна моя знакомая социолог, она говорит о том, что сегодня даже существует очень серьезный антагонизм между мамами мальчиков и мамами девочек. Понятно Вот, почему, да. конечно. Понятно почему. Именно поэтому сегодня от власти необходима мудрость как раз. Вот, нужна мудрая власть, которая может действительно отвернуть беду, Ну, которая может по своим... Подождите, Ермак же мудрый человек. Сколько материалов о нем написали в Политико и в других изданиях. Да, ну вот именно так что. Поэтому я и считаю, что нужен не тот, о котором пишут, что он мудрый, а по-настоящему мудрый человек, который сможет действительно вернуть в государство балансы. Вот, каким-то образом нейтрализовать вот эту ненависть, которая культивировалась на протяжении нескольких. По поводу ситуации в Черновцах, это действительно беспрецедентная история, произошла вчера. Сегодня просто появились новые подробности, о которых там вчера никто не знал. Если вчера это развивалось как некий, ну такой, ну серия какая-то, да, то есть сериал с противостоянием УПЦ, его забиванием, скажем так, ну, под плинтус. Я уже неоднократно повторял, и ребята там пишут в комментариях, там разные, скажем, люди, да, уважаемые зрители. Смотрите, это важно. Ну, то есть это важно. Это правда. ТЦК, бронь имеют, это сухопутные войска подтвердили, две официальных секты. Мунтиана и вот это Аделаджо как-то, ну, в общем, Панда Аделаджа, да. то есть две официальные... Смотрите, этих там ни лидера одной, ни второй в стране уже нет. Они нахапали кучу денег, обдурили кучу людей, но их организации как бы есть, они как бы религиозные, да, сектантские, и у них там есть какие-то пасторы или какие-то, ну, не знаю, священники, ну, как это правильно назвать, ну, в общем, духовники, и они работают в Украине, у них теперь бронь, а у священника УПЦ теперь нет никакой брони. Да. И это прям очень важный момент. И вот ввиду этого, да, ну как бы по ходу дела, сегодня появилась подробность, очень такая специфическая, что вот эти молодые люди в спортиках, в спортивных костюмах, в шортиках, там просто в спортивных костюмах, они под видом больных на колясках завозили здоровых мужиков, и вроде там есть информация, что оружие туда, в храм, проносили, чтобы потом или отбиваться, или отстреливаться. Побили священников, там одного на скорой увезли. То есть это же абсолютно не тот, ну или там, может быть, тот, но это абсолютно такая шокирующая подробность по захвату храмов. Такого вроде как раньше не было, или было? Ну, смотрите, храм в Черкасах разве не так захватывали буквально несколько месяцев назад? А в других областях тоже люди с оружием, люди в военной форме, националистические формирования различные, они захватывали. Более того, вот, как все сейчас обставляется? Офис президента, он на самом деле вот, подряжает под эти действия местное самоуправление. Дает фактически команду мэрам городов, мэрам областных городов, и не только областных, вот, что, мол, вот вы можете оправдать доверие партии, условно. Вот вам поручается. Перед этим, конечно, мэрам устраивают очень серьезные проблемы, обвиняют их в коррупции, в там, недостаточно эффективном управлении вот, и так далее. Заводятся уголовные дела, а потом им говорят, ну, можете попробовать показать свою лояльность, продемонстрировать. Вот, организуйте. И мэры рады стараться. Почему мэры городов именно так активно, и Бондаренко в Черкасах, вот, и сейчас вот Кличук в Черновцах и так далее, они так активно поддерживают эти акции. Вот. Не из
излишнего, скажем так, патриотизма, вот, чрезмерного патриотизма, а именно потому, что они могут проявить свою лояльность к киевской власти, могут заслужить определенную индульгенцию, определенное прощение. Вот. Ну и как результат вот, организовываются разного рода бандитствующие группировки. Молодым людям, кому обещают там то ли отсрочку от призыва, то ли деньги, то ли еще какие-либо, как это называется, ништяки, да, и, соответственно, вот они идут выполнять определенное задание. В Черновцах они думали, что будет достаточно легкая прогулка. Вот. Да, продумали все, привезли там якобы инвалидов на инвалидных креслах, инвалидных колясках. И ворвались, начали там бесчинствовать, как обычно это происходит. Но они не учли одного, что народ самоорганизовался. Самоорганизовался, причем без какого-либо лидера, там, без какого-либо там призыва политика, политической силы, еще какого-то общественного деятеля. Несколько тысяч человек, это самое массовое было как раз именно, самое массовое сопротивление попыткам захвата храма, такого еще не было в Украине, сами пришли. Вот. Фактически те люди, которые ворвались в храм, они поняли, что они попали в западню, что если они выйдут, их просто порвут. Вот. Пришлось вызывать полицию, пришлось полиции создавать коридор для того, чтобы вывести этих людей. Чем и этим самым показать фактически, на чьей стороне власти. А что это дает? Ведь подобные случаи, ну, по поводу УПЦ, это очень яркий случай. Но я заметил в последнее время, это прям тенденция. Причем это не нарратив, это наблюдение. Конечно. Очень много претензий к полиции. Катастрофически много. По поводу УПЦ, да, вот вчерашний потрясающий пример. Но перманентно люди, выходящие или пытающиеся, ну, кто-то, понятно, не пытается уже отбивать мобилизуемого, потому что потом приходят домой, ломают двери спецназ с таким рвением, как будто ты, не знаю, там, Пабло Эскобар, понимаете, или какой-нибудь там неимоверный мафиози. Однако люди, вот на видео на многих, они прям, они ругают полицию, говорят, а почему ты не на фронте? Почему ты крутишь 50-летнего мужика, который условно вызвал по ДТП себе полицию, чтобы оформить протокол и в страховке там что-то получить может, или как-то, ну, найти нарушителя, кто ударил машину, потому что он скрылся. А вы его глянули, так тебя нет там где-то в резерв плюс. И вяжут его, прям вяжут, чтоб не убежал. И так много. То есть вот такая полиция. Когда полиция таким же кордоном, это ведь тоже очень, знаете, это как образы очень сильные. Таким же кордоном в Каменце-Подольском обступила бусик, вот этот с непонятно трезвым или пьяным за рулем ТЦКшником, стояли, чтобы люди, ну, на них, ну, как бы не напали и не порвали их, потому что придавили женщину. На следующий день все заглохло, все зачистили, никаких даже новостей. Всех запугали, всем дали по шапке, чтобы никакой информации не было, что было дальше. Ну, чтобы историю проследить. Вот эти ТЦКшники, это же получается точно такие же люди, которые выбегали тогда, согнувшись, пряча лицо из храма в эти автобусы. Смотрите, дело в том, Но это, что я просто, полиция, смотрите, это же в Радиевка, просто в растянутом, ну, да, таком. да, просто полиция, ТЦК, пограничники, там члены ВЛК и так далее, они все принадлежат к одному сословию. Украинское общество сословное по своей сути. Сословное по своей сути. И вот они все принадлежат к одному сословию. Вот, они все понимают, что это сословие вот, может существовать за счет того, что работают на власть, на Зеленского, на ту вертикаль, которая им выстраивается. Они все являются членами одной корпорации, и корпоративные интересы у них доминируют над ответственностью перед народом и над законом. Вообще ответственность перед народом и закон у нас это такие уже рудименты, о них никто не вспоминает, по большому счету. Есть право силы, право сильного. Ну, смотрите, в Радиевка переросла в свержение Януковича. Да, ну, скажем так, это была фактически определенная репетиция, которая не была расшифрована Януковичем. Так у Не в нас, Раде так у нас породила теперь в война. разных городах
страны маленькие свержения Зеленского, получается. Да, именно, именно. Но Зеленский этого не понимает. Зеленский этого не понимает. Он считает, что он дальше великий, он единственный возможный лидер. Вот, как он говорит, что если выборы пройдут без него, вот, это вообще едва ли не заговор, это едва ли не переворот. Это же он как говорил буквально месяца полтора назад, два. Он ведет себя как самодержец. Вот. Его заявления выходят за рамки компетенции, которая определена Конституцией для президента, для поста президента, и его намерения или же действия тоже выходят. Он подменяет своими действиями Конституцию. Он считает, что правда на его стороне, поскольку он апеллирует не к народному мнению, а к цифрам якобы социологических исследований, которые готовят для него придворные социологи. Вот. И он живет в этом мире. Вот он привык, в принципе, как шоумен, он привык жить рейтингами. Ему эти рейтинги готовят, а для него рейтинг значит значительно больше, чем закон или конституция. Друзья, значит, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса в чате трансляции и перейдем к вашим непосредственным вопросам. Множественное гражданство – это такие варианты. 15% способ изгнать неугодных. 19% хорошее, нужное решение, давно пора. 22% профанация и 44% исключительно для легализации награбленного. Ну, вот такие результаты, слушайте, достаточно понятные результаты. Больше 10 тысяч голосов проголосовали, спасибо вам за это большое. Что скажете? Ну, тут в данной ситуации, что сказать. Вот, народ все абсолютно понимает. Да, друзья, перейдем к вашим теперь вопросам. Начнем с клуба зрителей в телеграм-канале. Все, кто, собственно, подписан, спасибо вам большое. Это тоже такая своеобразная поддержка, ну, там, скажем, проекту, да, там, творчеству, короче, деятельности, вот нашему с вами общению в прямом эфире с гостями и возможность задать вопрос. Давайте сначала вопросы оттуда, потом перенесемся в сообщество YouTube и пообщаемся с чатом. Значит, поехали. Кость Петрович, есть ли политическое будущее у Новинского? Как вы его видите? Спасибо вам за труд, спрашивает пользователь. Ну, все зависит от самого Новинского. Вот. Вадим Владиславович, он человек с большим потенциалом, Но вопрос в том, что захочет ли он его реализовать, или он захочет реализовать его в других плоскостях. Потому что человек высоких моральных принципов, человек, который склоняется именно к тому, чтобы служить больше церкви, скажем так, вот, верующий человек. Но я постоянно вспоминаю, что когда в Великом княжестве Литовском в XIII веке началась смута после убийства короля Миндауга, вот, то такой деятель, как Войшелк, вот, который постригся в монахи, был в монастыре, в сложные времена вот, вынужден был взять меч в руки и навести порядок. Ну, тут еще, понимаете, какая история? А тут еще играет возраст. Я бы хотел по возрасту уточнить. Не про Новинского, не про какую-то конкретную фигуру. Нет. С приходом вот этих вот, ну, у нас 35-летний генпрокурор в Украине, Константин Да? Петрович. 35, мать его, летний. Нет, можно... Знаете, Нет, подождите, можно уважать там путь, можно там, он с Северодонецка сам родом, Киевскую область возглавлял в тяжелые времена во время войны. Он там и налоговый, то есть нормально, вроде как там и послужной список есть, биографии есть что написать. На подушечке, на похоронах есть какие награды пронести, какие-то там звания. Но это 35 лет. Генпрокурор такой страны, как Украина. Ну, знаете, в советские времена говорили, Гайдар в 16 лет командовал полком, да? В таких случаях говорили. Да, но в 1919 году, когда директория Украинской Народной Республики руководила страной, вот, там было тоже очень много молодых людей, которым было по 25-30 лет, в 35 считали вообще стариком. Вот, и народ тогда даже распевал песни «Політичні наші діти запосіли три повіти». Так вот, політичні наші діти сегодня вот руководят страной.
Нет, я к чему... Вадиму Новинскому в начале июня исполнилось 62 года. То есть абсолютно нормальный возраст. Средний возраст современных политических лидеров в мире 63 года. Так Украина отвыкла от... Я понимаю, Украина отвыкла, но Им это давай, им давай средний вот этих вот, понимаете, мировых лидеров. барбершопных. Если военный, то барбершопный какой-то. Если политик, то вот такой какой-то молодой. Ну, это, да, это у нас следствие профанации политики и того, что политики превратились сегодня либо в шоуменов, либо в людей функции. Вот. Да. Когда от них не зависит их положение от опыта, от определенных там каких-то достижений в жизни, а просто им надо прийти, занять кресло, поставить подписи под нужными документами и уйти. Вот. Так, продолжим. Значит, вопрос следующий, как говорится. Вот такой. Пользователь неузнанный барсук. Добрый вечер, Константин. Скажите, пожалуйста, можно ли в будущем услышать лозунг наподобие «Слава СЗЧ, ухылянтам слава» или упыри вроде Безуглой окончательно похоронят страну под плитой людоедства и позора? Но о Безугло я уже сказал, свое мнение высказал. А вот что касается как раз именно первой части вопроса, вы знаете, в стране наступило время, когда быть ухилянтом, вот, или быть там человеком, который ушел в самовольное самовольный уход, то есть который самовольно оставил часть, уже не становится зазорным. Уже не становится зазорным. Такая ситуация была в свое время в России, ну и в Украине, в принципе, в 1917 году. 1917 год, когда уйти из армии, сбежать, дезертировать, вот, поднять бунт в армии и так далее, или же уклониться от призыва, было, в принципе, признаком доблести. Угу. Значит, вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, кто стоит за сыном Шаха Ирана? Кто дает ему указания и поддержку? Американские спецслужбы, какая из 18 спецслужб, мне сложно сказать, но то, что он является сегодня на территории Соединенных Штатов гражданином фактически Соединенных Штатов, это понятно, что с ним работают, очевидно, те, кто планирует какие-то его дальнейшие шаги. Вот. Явно, что это не самостоятельная политическая фигура, явно, что он не семи пядей во лбу, и явно, что он не готовился к каким-то политическим играм. Ева Ткачева. Здравствуйте, Константин. Вопрос мой будет к вам как к автору книги «Джокер». Как вы думаете, когда Зеленский остается наедине сам с собой, когда смотрит на себя в зеркало, он вообще понимает, что натворил со своей страной и народом? Вы знаете, иногда мне кажется, что он не отражается в зеркале. Я думаю, что он не задумывается, что такие глубокие сентенции не характерны для его. Его психотип, он не предвидит углубленности в подобного рода вопросы. Он нарцисс, он эгоцентрик. И он считает, что все, что он делает, это он делает во благо народа, а народ еще и вот такой неблагодарный, вот, не понимает, какое счастье ему привалило в связи с тем, что Зеленский стал во главе государства. Угу. Ну, народ у нас недостоин, вот с его точки зрения, народ у нас такой, что он недостоин такого вот лидера. Вот он еще не дорос до этого лидера. Народ-то у нас украинцы, Это а уже вопрос. Зеленский-то нет. Ну, Можно ли вернуться к телам погибших? Владимир из Беларуси спрашивает. Эти 6 тысяч тел объясняют тем, что Россия наступает, Украина отступает. Почему тогда, когда российские войска отступали, так много тел не оказалось у украинской стороны? вопрос действительно логичный, но именно логичные вопросы у нас не любят. Логичные вопросы, они навевают очень неправильные мысли. Нет, были обмены телами и в 2022 году.
на фоне стамбульских переговоров были. Но сказать, что было такое количество тел, которое там могло бы сравниться с тем количеством, которое сегодня передает российская сторона, ну, это было бы привлечение. И Зато генеральный штаб по принципу, а сколько напишем? Давайте миллион. Давайте миллион. А миллион немало? Нет. Ну, тогда напишем там 1,5 миллиона. Ну, то есть так вот именно от балды там пишут количество потерь у противника. Вот. Мне это напоминает кадры, когда были бои за Карабах. Вот, когда армянский генерал там вышел и сказал: сегодня мы уничтожили 30 азербайджанских самолетов и так далее. Ну, то, вот приблизительно так, по той же схеме где-то выступают и украинский генштаб. Игорь, Игорян, да, вот так себя именует. Вопрос не провокация. Хочу мнение как историка. События в Украине войдут в историю чернилом, как бы не было, что в этой войне в каждой из стран есть свой президент, Зеленский и Путин. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Как бы вы ни относились к этим людям, хотел бы у Кости попросить выделить хотя бы по одному, так сказать, преимуществу и недостатку каждого из них. Даже у Зеленского все-таки должны быть какие-то положительные действия с взгляда истории. Что каждый из них сделал для своей страны хорошего, что плохого. Дайте, пожалуйста, оценку каждому, Путину и Зеленскому. Спасибо. У Зеленского все-таки не стоит отрицать, что он упрямый и смелый. Ну, то есть духовитость вот, есть у него, это не стоит отрицать. Да, то, что он использует, это не совсем по назначению, но это уже такой вопрос. У Путина все-таки умение мыслить стратегически, выжидать и, соответственно, делать далеко идущие ставки. Это тоже есть. Если отрицательное, то у Зеленского это, я уже говорил, эгоцентричность, вот именно эмоциональная неуравновешенность. Вот. Что касается Путина, это излишняя самоуверенность. Угу. Значит, как вы, Анна Головко спрашивает, как вы относитесь к историку Тамаре Эйдельман? Мне какие-то ее видео по истории очень нравятся и заходят, а вот когда при появлении Трампа все вдруг стали его хаять, ругать, кусать, и она выпустила нелицеприятную версию его биографии. Теперь про Лукашенко вышел выпуск. Я не политик, не историк, очень трудно отделить зерна от плевел. Чтобы сейчас понять, где правда, а где версия, надо все прям бросить и погрузиться как детектив читать, а времени на это у людей нет. Ну, вы знаете, я очень восхищаюсь, в принципе, по-хорошему восхищаюсь. Я вырос на трудах ее отца, Натана Яковлевича Эйдельмана. Это действительно глыба, это чудесный популяризатор истории, вот великолепный популяризатор истории 18-19 века. Вот его книгами я просто до сих пор вот зачитываюсь. У меня на тумбочке вот сейчас прикроватной тумбочке лежит томик Натана Эйдельмана. Вот. Извините, но все-таки мне кажется, что госпожа Эйдельман, она интересна обществу больше из-за фамилии. Мое мнение. Мгм. Ну, не будем развивать эту тему. Развивайте вы в комментариях, друзья, да, и приводите примеры, Нет, когда ее там... есть большое количество поклонников и так далее, но ее подача истории, ее концепция, то, как она видит историю, не ложится мне на душу. Нет, ну извините, но Да. со всеми бывает, это понятное дело, это такие моменты сложные, но когда недавно у нее была какая-то публикация, которая начиналась с ответа чата GPT, ну, как бы, вот переработанная версия в таком-то, таком-то стиле, с всеми там оборотами Эйдельман, и дальше текст, что-то там про, ну, около историческую, ну, какую-то там тему, не знаю, я там даже не вникал. Дальше просто этого абзацика, который тебе в ответе на чат GPT дает, это просто просочилось, да, у нее, как, не думая, скопировали, перенесли в пост. После этого, конечно, Я, ну, возможно, разочарую многих наших зрителей, но я человек настолько дремучий, вот, что я до сих пор не пользовался чатом GPT, вот, ни разу, при написании статей и так далее, ни разу.
не пользовался, у меня нету просто этой программы. И у меня даже Инстаграма нету. То есть, поэтому я далеко не современный человек. Вот как-то привык по старинке. А вы же понимаете, какая тоже интересная история? Вот когда была мода на Инстаграм, да, а, он так, может, и пройдет мимо вас, этот Инстаграм, понимаете? Вот именно, да. Уже прошел, уже фактически прошел. Вот. Добрый вечер, дамы и господа. Константин Петрович Александров. Вопрос уважаемому эксперту. Смотря на нынешних политиков во власти стран ЕС, закладываются черные мысли, что они работают на врага. Это как же можно ненавидеть собственных граждан? И самое ужасное, я как гражданка ЕС не вижу народных протестов. Вместе с ними деградируем ментально и мы. Спасибо, Кристина. А, Просто хотелось бы понять, а кого из лидеров Европейского Союза имеет в виду уважаемая Кристина. Дело в том, что одно дело это, например, Мерц, это, там, например, тот же Макрон. Вот. Другое дело это, наверное, Джорджа Мелони. Третье это Орбан или Фицо. То есть разные лидеры на сегодняшний день. Разные позиции, внутренняя дискуссия. Евросоюз никогда не был столь пестрым, каким он является сегодня. Вот. И, соответственно, я думаю, что накапливается некий кумулятивный эффект, который может дать определенный взрыв буквально в ближайшие 5-7 лет. Вот. То, что на улице не выходят люди, то, что люди не протестуют, ну, вполне возможно из-за того, что им вождя не доставало. Мгм. Но уже появляются разного рода кандидаты в харизматичные вожди. Здравствуйте, война в этом году закончится, спрашивает Мирослав. Очень хочется в это верить. Вот. Помните, мы в прошлом году как раз гадали, когда начнутся мирные переговоры о мире, и я говорил о мае месяце, что май станет как раз началом мирных переговоров. Вот. Шатка, валка, как бы начались какие-то там первые движения. А теперь уже есть два сценария. Первый – это когда под влиянием внешних сил попросту эти мирные переговоры пойдут по ускоренному сценарию, потому что Украину начнут просто забывать, вот, и попытаются просто скомкать все эти результаты. Вот. А второе – это когда растянут во времени там, еще на полгода-год переговорный процесс. Ну, боюсь, что все-таки второй сценарий более реалистичный, вот, что даже в условиях, когда Запад перестанет давать деньги Зеленскому, Зеленский будет всячески пытаться найти способы, чтобы растянуть войну, вот, потому что окончание войны, окончание военного положения – это серьезнейший удар, подрывающий устои нынешнего украинского режима. Здравствуйте, уважаемый Кость. Не было ли вам тревожно, что Зеленский потребует вашей выдачи как проворовавшегося олигарха? И были ли вы в списке, Алексей Москва, в списке был, об этом говорили? Тревоги нет у вас, Алекс? Ну, как тревоги? Ну, на самом деле, мы все чудесно понимаем, все, кто находится за рубежом, что это главная тревога – это то, что нет возможности сегодня нормально работать непосредственно в самой Украине. Вот это больше всего беспокоит. На сегодняшний день, понятное дело, существует мое понимание того, что а что мне можно инкриминировать вот в данной ситуации. Вот придут ко мне, например, представители австрийской полиции и, соответственно, что мне могут инкриминировать. Я точно не имел доступа к государственному бюджету. Вот, то есть ни одной государственной копейки я не брал. Я не был никогда на государственной службе. У меня нет там коррупционных схем. Я никогда не занимался каким-то крупным системным бизнесом, не выигрывал тендера и прочее. Вот, я не знаю, в принципе, что можно мне инкриминировать, а все остальные, а вот те статьи, которые до меня доходят, там разного рода слухи, что там на улице Владимирской начали там как-то по одной статье, по другой, по третьей меня пытаться привлечь, все они в Европе рассматриваются как политические. Вот именно политические статьи. Поэтому у меня нет ощущения того, что сейчас как бы мне что-то угрожает в Европе. Женя Колот спрашивает. Друзья, здравствуйте. Вопрос к Костю. Как получилось так, что в Австрии не нашлось аргументов не выдавать детей,
но всегда находятся для олигархов. Как может история с Или детьми выстрелить в нынешнюю власть в там будущем? другая Ведь это вещь. будет довольно легко использовать власти в минус. Извините, да. Дело в том, что люди, и что дети как раз находятся под опекой государства. Вот, то есть, если бы они были с родителями, если бы они были с родителями, это было одно, а так были государственные программы. В ходе этих государственных программ четко было оговорено относительно того, что дети должны быть возвращены в определенные сроки. Куда И возвращены, бюрократия, Константин Петрович? Ну, елки-палки, в я понимаю, обстреливаемую Украину. именно в обстреливаемую Украину. Так составлен договор. Вот именно дети в этом отношении стали заложниками бюрократии. Пойти против там, бюрократии австрийцы не могут, потому что на этом построена значительная часть Европейского Союза, особенно германская часть, вот именно, скажем так. Вот, пойти против этого они не могут. Вот, а Украина попросту поступила достаточно подло в этом смысле. Вот Ника. Ну и вторую часть, что выстрелят эти дети в минус власти. А вы знаете, что на самом деле тема забылась-то? Вы понимаете, что вокруг этой темы не было продолжения после этой темы. Вот. То есть люди поговорили, и все забылось. Вот. Как-то вот сейчас спросите, выйдите на улицу и спросите вот, у 100 людей, 99 они не вспомнят, что вообще было это событие. К сожалению, это так. Ника, кстати, очень интересный вопрос задает. Здравствуйте. Все говорят о том, что Трамп бросает Украину. А может ли быть так, что ему сейчас просто очень важно, чтобы Россия не помогала Ирану? А когда справятся с Ираном, тогда возьмутся и за Россию по полной? Извините, пожалуйста, это неравноценный обмен, и я думаю, что вряд ли Трамп сможет позвонить и сказать: Володя, вот так ты знаешь, я тут решил, забирай Украину, но забудь про Иран. Вряд ли такой разговор был, тем более, что между Ираном и Россией подписан и уже ратифицирован, по крайней мере, иранской стороной, договор о стратегическом партнерстве. Мгм. Добрый вечер. Виталий спрашивает. Израиль требует провести смену режима в Иране, его демилитаризацию и дерадикализацию. Так що ж тепер Україна? Це Європа, це Ізраїль или це Іран? А может Украине завязали глаза, ведь так проще вести на заклание? Спасибо за ответ. Ну, то, что Украине завязали глаза, это не сегодня, это как минимум лет 11 уже, даже больше произошло. А что касается требований Израиля, ну, извините, пожалуйста, это грубое вмешательство в суверенные дела другого государства. Только граждане государства имеют право решать, кто должен стоять во главе того или иного государства. Вот. Другие государства, ну, если они каким-то образом пытаются диктовать свои условия, что нам не нравится этот лидер, или нам не нравится эта партия во главе, или не нравится ваша структура власти, на самом деле выступают именно в роли как раз как минимум провокаторов в ситуации, как максимум агрессоров. Александр, говорят, что наша планетарная система называется на санскрите Пху-мандла. Мандала. Пху-мандала. Господи. Якобы это дискообразное пространство состоит из 7 островов и имеет протяженность с севера на юг 4 миллиарда миль. Константин Петрович, что вы об этом думаете? Знаете, что касается этой, я не владею санскритом, это первое, это честно скажу, не знаю, как на санскрите, значит, наша система, но все-таки, извините, но я сторонник коперниковской системы, Нет, ну, гелиоцентрической. вам большой, Александр, как бы я тоже долго думал, в чем подтекст, подвох этого вопроса, астрономическое пространство, там еще что-то. Смотрите, Мандала, да, Пхумандала, да, Мандала. Да, Пхумандала, это, собственно, то состояние, в которое попала Украина с обострившейся, скажем так, войной на Ближнем Востоке. И поэтому спасибо большое за этот термин. Только не надо говорить, что от Украины останется только 7 островов. С севера на юг, да. Значит,
Константин, добрый вечер. Как автор бестселлера «Джокер», скажите, опасен ли для Зеленского сам Зеленский? Как вы считаете, Зеленского как личность большинство людей недооценивают или переоценивают? А Зеленского, знаете, вот, я бы сказал, что Зеленский – это герой э, сказки Корнея Чуковского «Тараканище». Вот. Помните, там, когда все попрятались под лавочки и так далее, потому что боялись его. Вот многие его переоценивают. Но Воробушек пока не прилетел, тот, который склевал Угу. тараканище. Воробушек. Кстати, Корнею Чуковскому при советской власти в 20-е годы вот, многие говорили о том, что вот как он мог, что он фактически изображал в этой сказке «Тараканище», она была написана в 17 году, что он изображал корниловский мятеж. Переходим к чату трансляции. Нет, Тилмак, пользователь. Константин, как вы считаете, Зеленского купили для уничтожения Украины в 19-м или Борис в 22-м? Спасибо. А зачем его покупать? Зачем его покупать? Просто воспользовались его характером, его психологическими особенностями. И, соответственно, вот вспомните песню кота Базилия и лисы Алисы. Так что ему немножко подпоешь, делай с ним, что хочешь. Макс Добровольский, как вы считаете, СССР готов 65-х был плох? СССР Ну, какие? 60, середина 60-х. В середине 60-х это был расцвет СССР, это было высшее достижение фактически, высший расцвет СССР. Вот. Еще не начался застой как таковой, еще СССР демонстрировал очень серьезную экспансивность в мире. Так что я думаю, что 60-е годы, вот поздний Хрущев, ранний Брежнев, это было как раз именно, это был именно расцвет СССР. Сергей, вопрос как к историку. Почему сделка по купле-продаже Аляски между Россией и США до сих пор действительна, а сделка купле-продажи Киева между Россией и Польшей недействительна? Разве был срок? А в данной ситуации просто многие моменты, вот, связанные с покупками тех или иных территорий, приобретением тех или иных территорий, наталкивались на более поздние войны, акты, которые пересматривались неоднократно, революции и так далее, в ходе которых денонсировались те или иные соглашения. Потому что после того, как в конце 17 века был приобретен Киев, после этого было огромное количество разного рода пертурбаций вот, на этой территории. Менялись границы, менялись те или иные условия. Вот. А что касается Аляски, Аляску продали, и дальше ни одна из сторон не предъявляла друг другу претензий официальных. Ну, там еще тут момент такой, наверное, что все-таки земли суровые. Ну, Это да, на то это понятно. время О них не развития. особо дрались. Так что, тем более, что это новое приобретение. Это всего-навсего 150 лет, там, ну, чуть-чуть больше, чем 150 лет. Это считается по меркам истории совсем недавно. И каких-то территориальных претензий друг к другу Соединенные Штаты и Россия никогда не предъявляли. Мгм. Катерина, добрый вечер. Ходят слухи, что вы делаете курс аналитиков по прямому заказу некоего аналитического центра. Это правда? Ой, это просто смешивание нескольких моментов. Дело в том, что мои коллеги из австрийского центра iCure, они проводят свои занятия, свои курсы. Вот, кстати, вот сейчас летом они проводят летнюю школу в июле и так далее. Я, кстати, их рекламировал. Мы с ними очень давно сотрудничаем, но то, что я провожу свой курс, это не имеет отношения к их деятельности. Это абсолютно моя самодеятельность, что называется. Так что в данной ситуации только я и моя молодая команда, как говорил Черновецкий, вот, делаем этот курс. Ну, просто вот сотрудничество, да, у нас существует. А так
Да, курс, я свой курс с 1 августа запускаю, он будет длиться несколько месяцев. Это уже второй курс. Первый в прошлом году он был достаточно успешен. В нынешнем году я решил его видоизменить и сделать акценты на целый ряд новых направлений. А мои коллеги, они больше делают акцент на прогнозирование. Вот, система прогнозирования, я на анализ, они на прогнозирование. То есть тут у нас немножко специфика разная. Но мы взаимодействуем, мы дружим. Пользователь Пика Пика, добрый вечер. Знакомы ли вы с обновленными требованиями для поступающих в аспирантуру? Как вы относитесь к условиям, при которых шанс поступить стал практически равен шансу Честно, выиграть в не знаю. лотерею? Не могу сказать, но я обязательно поинтересуюсь. Вот я не видел эти новые условия. Я аспирантуру закончил в 1997 году. Вот, скоро уже будет 30 лет, как закончил. Вот, и, вот честно, не знаю новых условий. Лина Востроилова. Политическое украинство – это действительно проект австро-венгерский? Нет, это не проект австро-венгерский. Австро-Венгрия стала катализатором развития этого проекта, и, как и вся Первая мировая война стала катализатором развития украинства. Если бы не было Первой мировой войны, то, наверное, украинство о себе бы заявило бы так активно не раньше, чем в 50-60-е годы, если бы все сохранялось вот, без разного рода потрясений. А так, нет, это проект, который зародился в первую очередь в среде как украинской шляхты, малороссийской шляхты, но в первую очередь в среде именно поляков, польских представителей польского национального движения в 30-е или даже в 20-е годы 19 века. Значит, Израиль надорвется, Аслан Хамзатов спрашивает. Ну, честно говоря, знаете, многие на это надеются, но что касается Израиля, у него, несмотря на размеры, несмотря на количество населения, достаточно высокий потенциал и серьезная поддержка в мире. Мгм. Значит, Александра. Россия и США уже достигли договоренности, по которым Трамп дистанцируется от Украины, а Россию, разбив Украину, заключает мир при участии США. Затем при помощи России и США мир наступает на Ближнем Востоке. Ну, смотрите, я слышал про такие вещи, но они гипотетические, и пока что они не имеют под собой какой-то объективной основы. Вот, пока что это только до уровня слухов, вот, которые тиражируются во многих телеграм-каналах. Но я уже несколько месяцев слышу о том, что Россия и США уже достигли договоренности по Украине, что Украину уже слили, но проходят неделя за неделей, месяц за месяцем, но мы этого не ощущаем. Вопрос для простого украинца. Где безопаснее, в Евросоюзе, Украине или в России? Сложно сказать. Каждый выбирает сам для себя, и каждый чувствует безопасность по-своему, потому что без абсолютной безопасности нет нигде. Мгм. Зачем США бежали из Афганистана? Потому что исчерпался, в принципе, логический логический набор аргументов для того, чтобы там оставаться. Вот. Они не могли дальше позволять себе тратить деньги непонятно на что, непонятно на какие перспективы. Их разведка давала прогноз относительно того, что если Соединенные Штаты и дальше будут продолжать с той же интенсивностью находиться в Афганистане, то они явно проиграют талибам. Если же они увеличат интенсивность своего присутствия, то, соответственно, они могут экономически не выдержать это. Мгм. Вот такой вопрос еще. Сейчас. Да, улетел вопрос этот. Спрашивают, где трижды прокурор Пескун интересует. Не знаю, не знаю. Мне говорили, что в Украине. Кто-то его видел в Соединенных Штатах, время от времени летает. Ну, интервью не дает.
Нет, интервью он не дает. По возрасту он уже может перемещаться достаточно свободно по миру, но в Киеве его тоже достаточно часто видят. А, Значит, да, ну, и в Киеве видят, и в Америке видят, интервью не дает. Ну, в общем-то, все ждет, что каких-то больших перемен, и говорит, что не обязательно будет. Ну, это так, это если из-за Но, кулисья. насколько я знаю, он, в принципе, не отказывается от того, чтобы вернуться в политику. Активно. Да, значит, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели сегодняшний эфир. Спасибо за хорошие и добрые комментарии. Их много. И благодаря ты, Константин Петрович, и чувство юмора, и интеллигентность, и разговоры наши. Вот Елена Богданова спрашивает, где Погребинский, где Карасев. В общем, знаете, такая вот... Все в Украине. Погребинский выехал в самом начале войны. Ему удалось выехать сначала в Германию, а потом из Германии, насколько я знаю, в Израиль. Но не буду утверждать, где он сейчас находится. К сожалению, я потерял связь с Михаилом Борисовичем, которого искренне уважаю. Вот, хоть у нас и были разные, скажем так, стычки относительно профессиональных, именно по профессиональным вопросам. Вот мы спорили иногда до хрипоты, но я его очень и очень уважаю как действительно образованного, интеллигентного и человека, который действительно понимает, как устроен политический процесс. Да, безусловно, такой мощнейший эксперт. И ну, опять-таки, знаете, сейчас в это время сейчас говорить там, да, вот об этих ярлыках, которые вешают, это, конечно, ну, на всех, да, вот. А сейчас вообще и гражданство могут забрать с этим новым законом. Да, мы с ним, у нас было главное расхождение, это то, что я, например, вот мне не нравился, например, его человек перед которым он преклонялся, вот, известный украинский политик, который сейчас живет в России. И вот по этой теме мы спорили, но не ссорились. А это ведь очень важно, спорить и не ссориться, и писать хорошие, добрые комментарии, к чему всех я и призываю. Подписывайтесь на Бондаренко. Кстати, не могу обойти вопросом, ну когда в России будет Джокер? Уже прям Ну, понимаете, разрывают. дело в том, нет, на меня выходили несколько раз, но есть определенные сложности, связанные с, во-первых, ну вот, связанные с тем, что в условиях, когда у нас идут боевые действия, любые мои финансовые взаимоотношения с Россией могут быть истолкованы именно как работа вот, на агрессора и так далее. То есть это сразу подпадает под статью Украины, еще одну дополнительную статью. Я не хочу сейчас давать козыри в руки своим недоброжелателям. А во-вторых, определенные сентенции, которые изложены в этой книге, вот, они уже не понравились некоторым людям в России. Не только Поэтому не ждите так сильно, я понял, да. ну, скажем так, нет, сама книга, вот буквально сегодня я с издателями созванивался, ну, вот буквально там то, что были там определенные технические заминки, она выходит большим тиражом на русском и на английском языках в одной из европейских стран, попадает она в книжные магазины, вот практически по всей Европе, в Соединенных Штатах, там, в интернете и так далее, все это будет продаваться. Но вот именно в России выйти она вот не может физически. Да, спасибо большое, Константин Петрович, за время и мысли, и за то, что по средам не изменяйте нашей старой доброй традиции наших встреч и общения с аудиторией. Благодарю вас. До свидания и до следующей среды. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.